خلال السنوات الأخيرة منحنى تصاعديا ملموسا على كافة المستويات، تجاوزت الأطر الدبلوماسية التقليدية لتمتد إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد متكاملة واضحة على أرض الواقع. ويأتي في مقدمة ذلك ما شاهدناه من تطور مهم في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث مثل الانتهاء من تسليم وبدء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى مرحلة فارقة في هذا المشروع الهام. وقد شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين منذ أسابيع مراسم بدء التركيب في لحظة تاريخية تعكس التزام البلدين الصديقين بالجدول الزمني المتفق عليه، وتؤكد عمق التعاون طويل الأمد بين مصر وروسيا في مجالات الطاقة والتقنية ذات الصلة. В прошлом году Египет посетили 1,5 миллиона наших граждан. Готовим сейчас расширение прямого авиационного сообщения между нашей страной и египетскими курортами, что, конечно же, позволит наращивать туристический поток. Призываем генерального директора Гросси, который выступает за возобновление контактов с Тегераном, призываем господина Гросси строго придерживаться принципов работы секретариата МАГАТЭ, включая нейтральный, беспристрастный, профессиональный характер излагаемых оценок и в целом деятельности этой организации. Мы признательны египетским коллегам за объективную, сбалансированную позицию в отношении ситуации на Украине и вокруг нее. Видим, что в Каире прекрасно понимают, что политика дипломатического регулирования возможна лишь при устранении первопричин конфликта. Мы твердо привержены политическому регулированию, пока видим, что к этому готовы только Соединенные Штаты из тех, кто напрямую участвует в переговорах, но мы ценим, что понимание, достигнутое на Аляске в августе этого года и подтвержденные в ходе визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию 2 декабря, эти понимания остаются в силе. Мы ценим, что наши партнеры в странах глобального юга, включая Арабскую Республику Египет, как и Китайская Народная Республика, Индия, Бразилия, страны Персидского залива, многие другие представители мирового большинства приветствуют и выражают надежду на то, что российско-американские усилия принесут результат, который позволит надежно урегулировать эту нынешнюю ситуацию. Что касается консультаций, которые Европейский Союз проводил между собой, с Зеленским и с Стивеном Уиткоффом, мы пока не имеем информации о том, что там на самом деле произошло, но европейские лидеры уже много заявлений сделали, рекламируя достижения, как они их характеризуют, по итогам этих консультаций. И, конечно, у нас не могут не возникать вопросы, потому что, например, одной из центральных тем называют гарантии безопасности Киеву. Мы, напомню, выступаем за коллективные гарантии безопасности, которые основывались бы на принципах, утвержденных неоднократно на высшем уровне в рамках ОБСЕ. Гарантии безопасности предполагают создание многонациональных сил для Украины во главе с Европой. Эти силы будут помогать в восстановлении вооруженных сил Украины, в обеспечении контроля над воздушным пространством этой страны, в обеспечении безопасности на море, а также путем проведения операций внутри Украины на земле. То есть речь идет не столько о гарантиях безопасности, сколько об очередной попытке, достаточно такой, знаете, нахрапистой, я бы сказал, вызывающей,
осуществить военное освоение украинской территории как плацдарма для создания угроз Российской Федерации. Говорить о европейцах в качестве потенциального третьего участника нам с такими позициями помогать не надо. Заявление Макрона о том, что необходимо все-таки разговаривать с Россией, вы знаете, я даже комментировать это не собираюсь. Почитайте, что он наговорил за последние пару месяцев, начиная с того, что единственный злодей во всей этой истории – это Россия и лично президент Путин. Если он готов поговорить, то президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия. И с уважением относимся к праву любой страны выбирать себе своих внешних партнеров. Это в полной мере отвечает требованию Устава ООН о об уважении суверенного равенства государств. Те, особенно нынешние лидеры, так называемые, в Евросоюзе, которые публично заявляют, почему Китай общается с Россией, или почему Индия общается с Россией. Это хамство, это невоспитанные люди.